В рамках рабочего визита в Индию глава Минобороны Армении Сурен Папикян встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества. Были обсуждены возможности расширения сотрудничества между Арменией и Индией в сфере обороны. Министры также затронули вопросы региональной и международной безопасности. Во встрече также приняли участие посол Армении в Индии Ваагн Афян и председатель военно-промышленного комитета Министерства высокотехнологической промышленности Арам Дживанян. Отметим, что министр обороны Индии Раджнат Сингх после встречи с Суреном Папикяном заявил о продуктивных переговорах. Это не просто дипломатия, это реальная работа на будущее. Индия уже поставляет Армении оружие, помогает укреплять оборону и делает это не из благотворительности. Ей выгодно, чтобы Армения была сильной. Почему? Потому что Индия давно ведет свою игру против Турции и Азербайджана. Анкара лезет в Южную Азию и вместе с Баку поддерживает Пакистан, мешает индийским интересам. И Нью-Дели это прекрасно понимает. Причем в этом деле Индия не одна. Франция тоже давно стоит в оппозиции к турецкой экспансии. Париж открыто конфликтует с Анкарой на разных фронтах, от Средиземного моря до Африки. Франция поддерживает Грецию, Кипр и Армению, потому что видит в Турции угрозу стабильности. Фактически Индия и Франция уже давно сформировали неформальную антитурецкую коалицию. Это две мощные страны, которым выгодно ослабление Анкары. И теперь Армения становится частью этого уравнения. Армяне не просто получают военную помощь, они встраиваются в новую систему союзов, которая будет защищать их не хуже любой военной базы. Поэтому неудивительно, что именно во Франции прошли успешные переговоры. Этот альянс не на словах. Индия дает оружие, Франция поддерживает на дипломатическом уровне и в вопросах безопасности, а также осуществляет поставки вооружений. Баланс сил меняется. Армения становится частью глобального противостояния. Безусловно, все эти перекрестки мира и прочая красивая политика — это было и будет. Но если смотреть на все более глобально, то к миру рукой не подать. Президент Французской Республики встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в кулуарах саммита по вопросам искусственного интеллекта, который состоялся в этот понедельник, 10 февраля 2025 года, в Елисейском дворце. Глава государства в первую очередь поблагодарил премьер-министра Армении за участие в саммите по вопросам искусственного интеллекта, который демонстрирует совпадение взглядов Армении и ЕС по вопросам инноваций и новых технологий. В этой связи лидеры двух стран договорились продолжить развитие проектов сотрудничества между Францией и Арменией, особенно в сферах энергетики, обороны и транспорта. Затем лидеры двух стран обсудили ситуацию в регионе. Глава государства подтвердил полную поддержку Франции нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подписанию мирного договора в соответствии с международным правом. Он также подтвердил решимость Франции поддерживать территориальную целостность и суверенитет Армении, а также стремление армянского народа к миру, безопасности и демократии. Президент республики и премьер-министр Армении в завершение обсудили подготовку к КОП-17 по биоразнообразию, которую Армения примет в 2026 году. Глава государства отметил, что Франция полностью готова оказать необходимую поддержку Армении в ходе подготовки к КОП-17. В гибридной войне против Армении мы можем победить сознательностью наших граждан. Я верю в сознательность и мудрость нашего народа, и я знаю, что какой бы инфомусор ни вбрасывался, народ Армении знает, что происходит в его стране и может отличать сухое от мокрого. Об этом заявил спикер НС Армении Ален Симонян. Он добавил: как бы Азербайджан не пытался международному обществу представить, что Армения якобы готовится к агрессии, я столько общаюсь с главами разных европейских стран, разных комиссий и так далее, и однозначно, что весь мир говорит, что они видят и знают, что ничего подобного нет, и имеют довольно отрицательное отношение к действиям Азербайджана. Относительно вашего вопроса о заявлениях из России о том, что только при их посредничестве можно достичь долгосрочного мира, то плоды их посредничества мы почувствовали на своей коже и на своих детях. И наш народ
это не забыл. Им нужно приложить титанические усилия, чтобы не нас, не нашу власть, а народ Армении убедить в своей искренности. Потому что каждые 100 лет приходить с лозунгом защиты Армении, а потом за большие интересы превращать Армению и армянский народ в разменную монету, а потом снова возвращаться с добрым выражением лица и заявлять: «Мы снова пришли вас спасти. Извините, но это недопустимо. Мы не можем позволить себе подобную роскошь». Представят конкретные предложения. Посмотрим. Кроме того, Азербайджан тоже считает, что только Россия может быть посредником. То есть Армения и Азербайджан исчерпали все возможности? Предложения поступают из разных стран. Все страны, которые более-менее были вовлечены, делают предложения о посредничестве. Разговоры о так называемом коридоре возникли с того, что была цель – разместить там российские войска, чтобы они контролировали эту дорогу. По территории Армении экстерриториального коридора не будет. К слову, вы меня спрашиваете про Азербайджан. Азербайджан комментирует так, как ему удобно в конкретный момент. Например, когда им удобно, они говорят, что если не удается достичь соглашения, тогда они будут пользоваться коридором через Иран, а вы оставайтесь в блокаде. Этот коридор через Иран будет экстерриториальным? Нет, конечно. Что бы мы ни делали, эта словесная эквилибристика будет иметь место. В политическом смысле есть понятие «средний коридор». Когда им нужно, они говорят, что имеют в виду это. Но в истории есть и Данцигский коридор, который был навязан силой и стал началом Второй мировой войны. И когда мы обсуждаем эту риторику с нашими партнерами из ЕС, то риторику Азербайджана они очень сильно сравнивают с логикой Данцигского коридора. Азербайджан пытается избегать этого, но это очевидно. А также спикер НС Армении Ален Симонян добавил, что союзнические отношения между Азербайджаном и Россией играют и играли довольно важную роль в событиях последних лет, напомнив, что Армения представила Азербайджану пакет предложений по проекту мирного соглашения, на который до сих пор не получила ответа от азербайджанской стороны. Симонян отметил, что, возможно, это связано с ухудшением отношений между Азербайджаном и Россией. Ни одно событие в регионе не происходит без попыток вмешательства или посредничества крупных игроков, как положительного, так и отрицательного, и я думаю, что союзнические отношения между Азербайджаном и Россией играют и играли довольно важную роль в последних действиях. Примером этому служит готовность Азербайджана к переговорам в некоторых местах и отказ от них в других, сказал спикер парламента. Отвечая на вопрос, ведет ли Баку переговоры по пакету с Москвой, Симонян заявил, что не может сказать этого с уверенностью, однако и не исключает такой возможности. Я думаю, что азербайджанская сторона понимает, что независимость Армении, суверенитет Армении, будущее независимости Армении и суверенитет Азербайджана, его будущее, все эти вопросы тесно взаимосвязаны. И это в наших руках. Сегодня у нас есть исторический шанс решить этот вопрос раз и навсегда и оставить нашим потомкам мирное сосуществование, подчеркнул глава парламента. Пишите ваше мнение и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости.